А на какую тему не говорить? Да я не знаю. Окей. Ну, если что, скажешь. Если что, скажу, 5-я поправка. Всем привет. Новое интервью. Панама. Мы встретились с Ольгой. Сегодня она расскажет, как она здесь оказалась. Поехали. Ольга, скажи, пожалуйста, как вообще ты оказалась в Панаме? Я у некоторых спрашиваю, вы как, на карте ткнули пальцем и выбрали страну, или как-то по-другому у тебя это произошло? Ну, на самом деле, у меня как раз гораздо прозаичней. Я поехала в Канкун отдыхать, там познакомилась со своим мужем, будущим на тот момент, и он оказался панамцем. И поскольку мне было проще, поскольку я уже говорила на испанском, а он не говорит до сих пор на украинском, мы приехали в Панаму. Ты с этим борешься, чтобы он выучил? Он некоторые слова на русском, украинском, чтобы с моей семьей общаться, он может сказать там «чучуй», «очень вкусно», например. Что-то такое. А он посещал Украину? Да, 2 раза. Понравилось ему? Да, понравилось ему, да, снег, холодно, все красиво. Это был первый визит вообще в Европу. Он объездил всю Латинскую Америку, но это был первый визит в Европу, поэтому, да, ему было очень интересно. Это сколько лет назад было? Это было 8 лет назад. А ты сама откуда? Сама я родом из Днепра, но вот в 16 лет поехала учиться в Киев, там уже и осталась до момента приезда в Панаму. Муж тебе не предложил, давай останемся у тебя в Украине жить. Ну, мы рассматривали такой вариант, но же говорю, ему сложнее было все-таки выучить язык. И поскольку здесь у него уже было много всего, у него уже были животные, с которыми он очень хотел жить. Он не жил постоянно здесь, в Лас-Таблас, да, но очень хотел. У него уже были его лошади, коровы и так далее. То есть он говорит, давай приедем. Я пришла в ужас сначала. Мы приехали в Панама-Сити. И думаю, ну, нормально, тут можно жить. Тут город, там, окей. Небоскребы. Да, вообще, привычная обстановочка. А потом мы приехали, на выходные поехали в Лас-Таблас к семье. И мы приехали, село такое, я там даже никогда не, к бабушке ездила там пару раз. И когда он мне говорит, всю жизнь мечтала здесь жить, я расплакалась. Я расплакалась и плакала. Он говорит, не, ладно, все, не будем здесь жить, и будем жить в Панаме. И то есть, когда он приехал за мной в Украину меня забирать, и мы приехали с мыслью жить в Панама-Сити. Но получилось дальше очень смешно. Я всю жизнь хотела добермана. Но поскольку я много путешествовала, у меня не могло быть собаки. Вот где-то месяц до приезда сюда я говорила, я хочу добермана. Он говорит, никуда, у меня 3 питбуля, на тот момент у него было. Ну, в общем, мы приехали сюда уже жить и приехали сюда на выходные. И вот, находясь здесь на выходных, утром моя свекровь мне, будущая на тот момент, кричит, Оля, иди сюда, пришел доберман. И я выхожу, и на улице стоит доберман, худой, тощий, он был, ничейный. Ага. И пришел доберман, и я говорю, я хочу его оставить, а в Панаму мы куда обратно ехать, там 3 питбуля, ладно, давай, если добермана, то я готова жить здесь. Переезжать. И так мы остались, и мне свекровь говорит, ты не могла $1 миллион попросить, я не знаю, что это. И вот так мы остались здесь жить. А расскажи, пожалуйста, поподробнее про локацию, где мы находимся. Это вообще, как говорится, чем здесь занимается? Ну, это провинция Ашуэро. Ашуэро – это центрально возле Читры, а здесь мы в Лос-Сантос. Это полуостров, пенинсула Ашуэро. Здесь в основном занимается, видите, нет заводов, ничего такого. Здесь в основном сельское хозяйство. А сама провинция Лос-Сантос, в частности Лас-Таблас, это как бы главная карнавальная локация. То есть все праздники, вот сейчас будет на выходных праздник Санта-Либрада большой, будет очень большой парад, большой карнавал. Вот так вот наполнится Лас-Таблас. Панамцы это очень любят. Национальные праздники, парады. И в основном все съезжаются именно в Лас-Таблас вот, на все такие праздники. Туристы сюда вообще приезжают? Туристы, да, тоже приезжают.
Ну, туристов больше, скорее всего, именно здесь, в Педоси. Это вот из-за Винау. Винау очень популярная локация, один из самых известных серферских пляжей. Вот. И поэтому много людей переезжает сюда жить на пенсию. Панама предлагает очень хорошую программу для пенсионеров, поэтому много кто приезжает сюда на пенсию. Ну или просто кто хочет жить вот там, серфить и жить ближе к природе. А здесь у вас серфить можно? Да, да. То есть здесь хороший На Винау проводятся международные чемпионаты по серфингу, да. Да. Круто. По поводу сельского хозяйства. Ты начала вот собака. Да. То есть у тебя сейчас целое сельское хозяйство? Уже да. Мы жили, ну то есть лет 6 я не имела прямого отношения к сельскому хозяйству. Там где-то были кони, где-то были коровы. Но потом я говорю, слушай, как-то мне уже тесно в маленьком доме, уже хочется больше с животными. Опять же, продукты здесь в магазине, много чего нельзя купить, продуктов, которые хотелось, там, творог, например, да, к которому я очень привыкла. И думаю, так, надо как-то вот туда. И так мы переехали в дом с большим участком, и да, и теперь так потихоньку мы обзавелись целым хозяйством. Я бы никогда не подумала, что я могу таким заниматься. Но, да, у меня работают ребята, которые мне помогают. То есть я в основном только готовлю из того, что они мне приносят, но корову тоже уже могу подоить. То есть и коровы, и козы? Коровы, козы, овцы, куры, перепелки, утки, лошади. Собаки. Рыбки. Рыбок нет. Рыбок пока нет. Рыба рядом, выходишь и ловишь. Там, да. Так, кстати, мне муж омаров ловил. В апреле можно так ловить. Омаров вышел, так взял и принес. И в магазин, на рынок ехать не надо. Да. А по поводу вот отношения, когда ты сюда перебралась, вернемся там в прошлое, какое отношение к тебе было? Ну, то есть, какое отношение панамцев к иностранцам? На самом деле Панама, мне кажется, очень здоровое общество. Это общество, в котором отсутствует понятие, ну, как бы, можно сказать, что панамцы расисты, потому что, вот, например, Хосе, который со мной работает, у него кличка Черный, ну, потому что он черный. Но он говорит, ну, я черный. Негру. Ну, типа, негру, да, он говорит, ну, я черный, что мне теперь с этим сделать? То есть, эй, китаец, это не оскорбление, то есть, они как бы видят, что кто-то другого цвета, но Панама настолько смешанная, что, ну, то есть это не вызывает никакого ни удивления. То есть в этом плане очень здоровое общество. И все иностранцы, которые переезжают, отмечают, в основном, когда я спрашиваю, как, что первое бросается в глаза, это как раз доброе отношение людей. Особенно здесь, особенно, ну, так, подальше от города, где все тебе готовы помочь, там. Ну, на самом деле, да. Я никогда, в принципе, никогда нигде не сталкивалась с тем, чтобы как-то мне было неуютно. Нет у них мысли обмануть? Ну, может быть, наверное, как и везде. Ну, таксист. Да. Но мне кажется, одинаково, если он хочет обмануть, то это одинаково ко всем. Конечно, лучше знать какие-то вещи, да, там, например, я хоть и говорю на испанском, и говорю на, ну, там, на панамском, на местном диалекте, но все равно акцент слышно, и когда нужно, например, звонить, там, не знаю, спрашивать, сколько стоит земля, то лучше пускай это сделает человек, у которого нет акцента, чем на всякий... Ну, ты не знаешь, с кем ты столкнешься. Но так, чтобы прям глобально, вот, нет. Туристов, знаете, не так много, видимо, что прям... туриста сильно обманывают, чтобы они уже научились обманывать так, туристов. наоборот, можно проверить. Ты приходишь как иностранец, начинаешь общаться там на английском, либо на украинском, и такие, о, иностранец, сейчас обманем. А потом, хоп, слышишь, а что они там за твоей спиной говорят? И все такое, оп, переключаешься на испанский. Ну, то есть обычно, кстати, вот там, когда мы так, когда приезжает моя семья, приезжали, мы общаемся. Ну, никогда такого не было на самом деле. Ну, бывает, например, когда я там пару раз пользовалась такси, и он там дает мне цену, я говорю, сеньор, я здесь живу. Он такой, ладно. Что-то и там скидывает. Ну, 50 копеек. Ну, то есть там это не какая-то большая. Ну, бывает всякое. Конечно, нужно быть осторожным, ты знаешь, на кого ты можешь... Если какая-то большая покупка, например, да, особенно если мы говорим о покупке там дома, земли, здесь бюрократия ужасная. Я делала документы долго и мучительно, несмотря на то, что это у меня самый легкий путь получения документов через замужество.
Я делала документы долго и мучительно. Через сколько лет ты получила гражданство? Я еще не получила гражданство. Как-то мне не было необходимости. Я здесь не работала. Ну, да, я там дома сижу, на фрилансе делаю переводы, даю уроки, но не работала. Но сейчас я понимаю, что мое хозяйство растет, и хочу зарегистрировать марку, и вот это, конечно, уже удобнее сделать, имея паспорт. Ну, то есть ты хочешь сделать бренд свой? Да. И внутри страны продавать продукты? Внутри, да. Даже не страны, а очень локально. То есть в основном это продукт для иностранцев, то, что я делаю. Вот. Ну, вот я заметил, что славяне, да, они любят молочку. А вот панамцы как к молочке относятся, к молочным продуктам? Они нет. Ну, у них есть 2 вида сыра, которые они едят каждое утро. И больше никакой. Это такой свежий сыр. И, ну, я думаю, больше ничего. То есть там иногда какой-то йогурт, то есть, ну, мало молочки. У них есть какие-то свои молочные продукты, ну, вот как творог, да, запеканка и так далее? У них есть что-то? Нет. Вот только эти 2 сыра, и то есть в основном все молоко, которое собирается, кто доит и продает там в сыроварне, в основном делают именно эти 2 вида сыра, то есть они не делают ни масло сливочное, говорю, иногда йогурты. Ну, допустим, что такое греческий йогурт, ну, они даже не знают. Они говорят, что это йогурт, а что с ним? Что он такой? Что его ложкой? Ну, то есть нет, молочкой. На самом деле, панамская кухня меня вообще очень удивляет, потому что мне кажется, что фрукты здесь одни из самых вкусных в мире. Не знаю, как самые ли, но фрукты вот очень вкусные. Коэффициент солнца, который получают фрукты, один из лучших в мире. Они много экспортируют в Европу, там арбузы, дыни, очень вкусное, вот все, что фрукты. А бананы? Бананы, это вообще не похоже на банан, который продается в Европе, например, да? Чего они дорогие? Здесь почему дорогие? Ну, мне кажется, они недорогие. Они дорогие. Ну, не знаю. Относительно той страны, где это все растет буквально, да, они дорогие. Ну, окей, Панама не очень дешевая, в принципе. То есть, но они, ну, вот у них все растет, столько всего может быть, а кухня очень... Даже рыба, например, они рыбу не особо, у них в национальную кухню рыба практически не интегрирована, вот здесь. Если мы говорим про Колон, там, да, там вот такие, там они едят много рыбы, креветок, а здесь, ну так, не особо. То есть это не их ежедневная еда, что меня лично очень удивляет, потому что вот у тебя море, легче словить тунца, чем вырастить корову, да, но поэтому, да. По поводу колона, то есть менталитет панамцев, которые проживают в колонии, он другой вообще? Да, да. А чем он отличается? Там люди по-другому выглядят, во-первых. Да, они, скажем, больше похожи, то есть они такие, как, не знаю, как это правильно сказать, так понимаю, это как раз, как это на русском, потомки тех вот, наверное, африканцев, которые строили канал, да, скорее всего. Индейцев? Нет, африканцы, которые привозили строить канал, да, то есть они такие гораздо более темные, у них и стиль такой ближе к африканскому, все яркое. Вообще по-другому выглядит все. Люди, улицы, Карибское море, опять же. Очень красивое, но очень грязно. Прям... Очень красиво, но очень грязно. Очень грязно. А почему правительство не занимается? Это хороший вопрос. Есть претензии к правительству Панамы? Да, и к правительству есть, да, и к людям, которые бросают, тоже есть вопросы. То есть культура не очень? Да, там сложно. Вот там как раз поопаснее будет. Вот там это как раз место, где говорят, что не надо, особенно ночью, сильно бледнолицому там ходить по улицам. Так, туристов там особо и нету? Нет. Там, если только лайнер. Есть, но да, очень Лайнер мало. приплывает, они в автобус все прыгают. Я там была проездом, мы так заехали, посмотрели. Ну, море очень красивое, конечно, но так. Как можно круто развить туризм? Да, да, да. А здесь, в принципе, ну, Панама чем хороша, а из Латинской Америки, ну, как мне кажется, это, наверное, может быть самая безопасная страна или одна из самых безопасных. Особенно, опять же, если мы говорим вот про этот регион, не про столицу. Если ты выдвигаешь, что Панама безопасная, с какими странами Латинской Америки ты сравнишь? Где ты была? Ну, я не знаю. Ну, например, я сравниваю с Мексикой, с Колумбией. Да, так. Ну, я больше не была, но муж поездил. И, ну, Аргентина там очень не очень, а Буэнос-Айресе особенно. Ну, столица,
опять же, столица, больше людей, а здесь в основном даже могут и двери не закрывать. Ну, говорю, что тебя прям не обворуют, но шансы сильно, сильно ниже. Хорошо. А по поводу вот туристов ты рассказала, то, что приезжают. Откуда вообще в основном приезжают туристы? С каких стран? Ну, много Штаты, Канада. И они же много приезжают именно на пенсию. Переезжают, обзаводятся здесь домом и переезжают на А пенсию. почему именно сюда? Им хорошая программа, я же говорю, для пенсионеров. Им дешевле, Чем в США, чем в жить в Канаде. США. Да, да. Ну и климат другой. И климат другой, да. Кто-то вот сегодня разговаривала с сеньором, он из Вашингтона, и он говорит, ну, там у нас в прошлом году выпало 24 метра снега. Говорит, ну, пока я еще могу с ним справиться, но через 5 лет вряд ли. И, говорит, решили уже приехать пока... Ну, то есть просто физически легче жить, когда у тебя одинаковый климат. Есть люди, мне было очень интересно, я этого не знала, пара, я спросила, я всех спрашиваю, почему Панама, и он сказал, что у жены фибромиалгия, и они приехали сюда, потому что чем ближе к экватору, тем меньше симптомы проявляются фибромиалгии. Я, например, этого не знала. То есть еще вот такой вот есть причина переезда. Если ты коснулась медицины, скажи, пожалуйста, вот сколько лет ты здесь живешь? Были у тебя какие-то проблемы, что ты обращалась за медициной, и как они решили твои проблемы? Ну, проблемы у нас были, слава богу, такого характера. Там, например, моему мужу отрезала палец. И он с этим пальцем пришел в скорую. Скорая теперь меня... Тут есть медицина государственные больницы, есть частные. Вот, наверное, лучше идти в государственную. По Государственные нашему всех опыту. примут? Да. Иностранцы тоже? Да, принимают. Ты просто платишь $2, и все включено в А эти не, $2. не выставят счет потом иностранцу в конце? Вот он выходит из больницы, так, держи 1000, Нет, оплачивай. нет, но у нас никогда не было. Мы были, я маму несколько раз возила, сестру пару раз привозила в больницу. Там, ну, ситуации были не какие-то серьезные, там, не знаю, маму ужалил скат, например. И нужно было там анестезию местную поставить, там, вывести токсин и так далее. Это все $2. Анализ крови $2. То есть все включено туда. Ну, и не могу сказать, что медицина какая-то там сильно развита. Ну, я не знаю на самом деле. Я не знаю, люди разные рассказывают. Но наш личный опыт, когда приходишь в скорую можно прийти с насморком, с порезом, я не знаю, с чем То угодно. есть принимают. И они отказы. просто платишь $2, и все. Тебе дают квитанцию, и ты заходишь. Ну, вот когда мужу, например, ему делали пластическую операцию, В смысле, с пальцем. Ему она была сложная, потому что как бы части пальца не было. Ему пришлось его вшивать, и всем там было 2 этапа через 2 недели. И за все это взяли $60. Ну, разработался, работает палец? Да, да, ну видно шрамы на нем, ну есть палец, все. И вот, ну где тебе сделают пластическую операцию за $60, ну, скорой помощи? Ну, с таким климатом, наверное, и нет таких основных заболеваний ОРВИ там и Ну, простудных. есть. А бывает, вот, например, ну, из такого, что постоянно присутствует. Ну, ОРВИ, мне кажется, еще нет, потому что мы тут редко находимся в каких-то замкнутых пространствах. Ну, опять же, мы постоянно на свежем воздухе, еще поэтому. А бывает, ну, например, вот комары здесь переносят денге. Лихорадка денге – это как грипп, то есть оно не летально, там, не опасное, как малярия, но симптомы, например, могут быть неприятными, ну, как у сильного гриппа. А так А здесь не травят этих комаров? травят. Ну, как бы шансы есть. То есть они обычно немного таких ситуаций, но вот там из страшилок это вот всех пугают этим денге. Вы за границей, вдали от дома и нуждаетесь в медицинской помощи? Доверьтесь компании «Росмедицина», вашему надежному партнеру в области здравоохранения. Мы специализируемся на предоставлении экстренной медицинской помощи и лечения за рубежом для русскоязычных граждан. Наши главные приоритеты – здоровье и благополучие наших пациентов. Мы сотрудничаем с лучшими международными госпиталями и службами экстренной помощи, известными своим высоким уровнем медицинской экспертизы и современным оборудованием. Наши услуги включают экстренную госпитализацию и медицинскую эвакуацию, медицинский туризм, а также роды за границей с возможностью оформления второго гражданства для детей. 5 причин, почему стоит выбрать компанию «Росмедицина». Первое. Лицензированная клиника с более чем 10-летним опытом работы. Второе. Встреча или проводы в аэропорт на автомобиле реанимации. Третье. Сопровождение психологом, владеющим 3 языками. Английский, русский, испанский. Четвертое.
Опытные травматологи-хирурги с опытом реконструктивных операций. Пятое. Возможность получения финансовых бонусов, компенсация расходов и скидки на авиаперелеты. Если вы нуждаетесь в медицинской помощи за границей, доверитесь компании «Росмедицина». Медицинские специалисты сделают все, чтобы обеспечить вам максимальное спокойствие и уверенность в лечении. Подробная информация в описании под этим видео. А у вас здесь поселение так называется, правильно? Наверное. А русскоязычных вообще много живет? Я не знаю. У меня первые знакомые это Дима с Ромой, да, это русскоязычные израильтяне. Вот они, наверное, мои первые знакомые. Я до этого еще ни с кем не встречалась. Вот потому что я мало в ПДС, в основном в Лас-Тавлас меньше иностранцев живет. Поэтому, то есть мне рассказывают, там есть какая-то сеньора из Украины. Ну где эта сеньора? Я не знаю, я никогда ее не видела. А когда в Панама-Сити была? Да и в Панама-Сити я тоже ни с кем не контактировала. не сталкивалась, да. Так, у тебя молочная продукция, ты говоришь, Да. что ты создаешь бренд. Так у тебя на сегодняшний день есть сайт там или страничка Я над какая-то? этим работаю, очень времени не хватает. Но да, пока работаю над ассортиментом, довожу его до качества, которое мне хочется получить. И пока я распродаю все. Ну, то есть мы растем, но пока я распродаю так все, что на сайте. Окей, твою продукцию можно заказать по телефону или как? Да, можно в Инстаграм написать, можно заказать Есть продукцию. страничка в Инстаграме. В Инстаграме есть, да, я там. Оставим страничку в Очень. Инстаграме под этим видео. Хорошо. Пусть пишут и заказывают свежую молочную продукцию. Да. Творог, молоко, Да. козье молоко есть тоже. Козье молоко, да, кефир, ряженка. То есть доставку, можно сделать в Панама-Сити или как? В Панаму, да, в принципе, можно, если это определенные дни, определенная сумма, то да, Окей. доставляю. Какие Да, у тебя на сегодняшний день стоят перспективы вообще? Что ты планируешь в Панаме и как ты видишь себя через 5 лет? На ферме уже, да. На ферме. большой ферме. На большой ферме, да, мы ищем побольше. Нам уже не помещаемся. Да побольше земли, побольше Побольше, да, сколько всего посадить надо. Да, я не знаю, это очень... Меня всегда как-то завораживал процесс создания еды. Ну, то есть вот было ничего, да, там мука и хлеб и масло, а ты смешал и получился круассан. Ну, это же вообще там вершина кулинарного искусства, да. Мне всегда это было интересно, но не было времени, а потом думаю, а почему это не превратить, если мне нравится этим заниматься, почему бы это не превратить в то, чем я занимаюсь, в принципе, в основном. Наверное, моя продукция дороже, чем, возможно, в других местах, но я не хочу экономить на качестве. Ну, то есть то, что принято здесь делать, чтобы продукция была дешевле, но я сама это не хочу есть. Не хочу давать другим людям есть то, что я бы не съела сама. Поэтому я поняла, что хорошие вещи требуют много времени. То есть а мир в основном сейчас мы хотим все быстро, дешево, а так не бывает, чтобы это было быстро, дешево и хорошо, это невозможно. Ну, когда вкладываешь не только время, а душу, знания, внимание своему продукту. И деньги тоже ты вкладываешь. То это уже создается ценность. Да, потому что ты вкладываешь. Я коз держу, например, по-другому. То есть я их не отлучаю, козлят, от мамы там, в 5 дней. У меня там убытки в 8 недель, а козье молоко стоит дорого. Ни одна молочная ферма этого не делает, например, да. Но я хочу, потому что вот кажется, что это неправда, но так оно и есть. Много людей боятся пробовать козью продукцию, когда мой нож воняет сильно козью. Так вот, моя козья не воняет. Потому что вот ты заходишь ко мне на ферму, и даже козел не воняет, который должен вонять. Да? Потому что когда животное оно в чистом находится, и оно не стрессует, то вот этого запаха нет. Оно в свободном, скажем так, может свободно гулять, или оно как-то находится в решетке? У них огороженная территория, у них есть свой домик, в который они свободно заходят, выходят, и в течение дня их еще выводят погулять на ферму. То есть так ты не оставишь их, там собаки, койоты, их нужно оберегать ночью, в ночное время. Где они могут гулять?
Ну, у них не очень мало где гулять, да, где гулять большая территория, когда их выводят, они там себе ходят. И козы очень умные животные, на самом деле. Не боятся змей, там, ящериц? Нет, они очень умные, то есть вот, например, козы и овцы, это совершенно разные создания. Козы, они прямо очень умные, они тебе, когда вот я только начала с ними жить, я пугалась, выскакивала из дома каждый раз, когда там какой-то мей, и я выскакивала из дома, думаю, что же происходит. А теперь я уже понимаю, что каждая интонация имеет свое значение. Там, ну, и там, когда у меня проблемы, я там выхожу ночью и говорю, что там случилось. То есть теперь ты знаешь козий язык? Да. Могу давать резюме, мы смеемся, что я теперь знаю еще и козий. Круто. Какие бы ты рекомендации дала вновь приехавшим, либо тем людям, которые хотят приехать в Панаму? Потому что многие изучают, смотрят в интернете, в Ютубе и хотят больше информации. Что бы ты рекомендовала? Ну, понять и простить, во-первых, потому что здесь, все иначе. Это на самом деле в каком-то смысле рай на земле, но у тебя не будет сервиса, к которому привыкли русскоязычные люди, например. Там, не знаю, найти автомеханика – это тот еще квест, например. Ну, то есть свои минусы, но если смотреть на ситуацию в целом, то это место, где ты чувствуешь себя действительно свободным. То есть если ты никого не трогаешь, живешь, то тебя тоже никто не трогает. Ты живешь себе, делаешь, что хочешь коз выращивай, хочешь там серфить. То есть, я не знаю, как это объяснить, но особенно это понимают люди, которые из Штатов, из Канады, что тебе, чтобы пойти на пикник, нужно получить разрешение у правительства, да, там, к примеру. А здесь делай, что хочешь. Главное, чтобы там. На тебя никто не жалуется, все, живи. Тихо, спокойно. Да, живи, делай, что хочешь. Вот это мне нравится, что я, в принципе, могу делать что угодно. А что тебе не хватает? Что мне не хватает? На самом деле, я уже так адаптировалась, что мне хватает. С машинами, да, с машиной проблема, с автомеханиками проблема. Особенно иметь тут европейскую машину, это, практически там какой-нибудь BMW, Mercedes, это кошмар. Так обычную Toyota или Honda? Вот, я уже поменяла машину, да, потому что было очень сложно. Они ходовые самые у них. Да, Toyota вообще, она не падает в цене, потому что они ее очень любят, у них самая ходовая, это Toyota. Ну и крадут ее. Я не знаю, вероятно. Окей. Вот мы возвращаемся в прошлое твое. Ты знаешь все про Панаму сегодняшним взглядом. Ты бы сделал тот шаг, ты поехал бы в Панаму? Зная, как я буду жить сейчас? Нет. Зная все плюсы, все минусы, нет сервиса, все прочее, с механиком, то, что сейчас озвучил. Да. Ты бы сделал тот шаг, либо ты так, наверное, я пошла в другую сторону, возможно, в другую страну? Да нет, я не могу сказать, что для меня это была какая-то там решающая. Мне хотелось жить возле моря, мне хотелось жить в тепле, мне хотелось собаку. Поэтому нет, я не могу сказать. На самом деле, лично для меня плюсы там сильно перекрывают минусы. Но опять же, что ты хочешь? Вот моя сестра младшая, ей нравится приезжать, там, потусить месяц на море, но потом ей скучно, да? Она не собирается доить коз, например, как и я не собиралась 7 лет назад. Все, она хочет уехать. Но смотря надо просто понимать, как ты хочешь, чтобы твоя жизнь выглядела. Да, что для тебя, ты хочешь серфить, быть на пляже, и там есть свежие манго срывать с дерева, или ты хочешь ходить в хорошие рестораны, там, не знаю, бутики, и любоваться архитектурой, например, да. И, кстати, чего мне не хватает, это красивой архитектуры, просто чтобы было приятно посмотреть. Нужно тогда возводить самостоятельно. Да. Хорошо, вот такое интервью у нас получилось с Ольгой. Так что, кто хочет приехать в Панаму, думайте, решайте, нужна вам архитектура, мишленовский ресторан, либо пальмы и море.